Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром погиб известный криминальный авторитет Леван Джангвеладзе. Он считался одним из самых главных противников и недоброжелателей комитета Михалкова. Криминальный авторитет Леван Джангвеладзе погиб в результате побега при аресте. Арест организовали сотрудники комитета, артисты Евгений Сидихин, Максим Дрозд и представители Следственного комитета. Известному журналисту и телеведущему Владимиру Познеру продлили арест до 1 июня текущего года. На данный момент Владимир Познер находится в следственном изоляторе Санкт-Петербурга. Недавно состояние Владимира Познера ухудшилось, и он оказался в больнице. Однако после выздоровления его вновь отправили в камеру временного задержания. Владимир Познер несколько недель назад незаконно появился на территории России. Его арестовали за попытку вывести денежные средства за рубеж. Большое несчастье в семье сотрудника комитета известного артиста Сергея Жигунова. Несколько дней назад в одной из московских больниц в результате тяжелого онкологического заболевания скончалась старшая дочь актера от первого брака Анастасия. Анастасии было 35 лет. Сейчас Сергей Жигунов женат во второй раз. У него есть младшая дочь по имени Вера. Сотрудники комитета приносят соболезнования своему товарищу. Сотрудники организации известные артисты Наталья Варлей и певец Александр Розенбаум подали в суд и потребовали немедленного ареста известной телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой. Оказалось, что Елена Малышева выступает против открытия собственного канала и радиостанции комитета Михалкова, работа которых запланирована на начало лета этого года. Стало известно, что Елена Малышева имеет личное знакомство с директорами Центрального телевидения, которые хотят ограничить эфирное время телеканала комитета. Большой пожар произошел у известного общественного деятеля Сергея Собянина. По данным прессы, в результате трагедии были уничтожены следующие объекты недвижимости Сергея Семеновича Собянина, а именно личный пароход общественного деятеля, который базировался на реке Москва, четырехэтажный особняк в Подмосковье и личное фермерское хозяйство Сергея Собянина. Точная причина пожара пока неизвестна, однако есть предположение, что пожар может быть не случайностью, а поджогом со стороны неизвестных личностей. Общеизвестно, что Сергей Собянин еще в конце прошлого года повел себя очень некрасиво по отношению к пенсионерам города Москвы и Московской области. Комитет Михалкова заранее перечислил Сергею Собянину крупные финансовые средства для новогодних дополнительных выплат пенсионерам Москвы и Московской области. Однако Сергей Собянин не произвел данные выплаты, и все эти денежные средства оказались в его карманах. Комитету уже удалось конфисковать большую часть финансовых средств у Сергея Собянина и вернуть их пенсионерам. Однако примерно 30% данных денежных сумм еще находятся в зарубежных банках Сергея Собянина. Решается вопрос о их конфискации. Чрезвычайное событие произошло на Кипре в городе Лимассол с известным пародистом Максимом Галкиным. Кипрская полиция начала расследование громкого происшествия, которое произошло в личном гараже Максима Александровича. По данным зарубежной прессы, Максим Галкин в момент чрезвычайного происшествия находился в своем гараже. Он заметил серьезные неисправности автомобиля и решил обратиться в автосервис, так как сам не имел навыков ремонта машины. Однако, по всей вероятности, преступники следили за Максимом Галкиным и уловили момент, когда Максим Александрович находился один в гараже рядом с дорогим автомобилем.
В результате нападения автомобиль стоимостью более 100 тысяч долларов был похищен. Сам Максим Галкин получил травму. Его обнаружили через 1,5 часа местные полицейские. Преступники по горячим следам задержаны не были. Автомобиль также не был найден. Надо отметить, что на данный момент у Максима Александровича Галкина серьезные проблемы со здоровьем. Совсем недавно у известного пародиста было обнаружено тяжелое заболевание. Максим Галкин по-прежнему дает музыкальные концерты, однако состояние артиста ухудшается. Помимо этого, из-за серьезной размолвки Максим Галкин и Алла Пугачева на данный момент не проживают вместе. Они живут в одной стране, в Кипре, однако находятся в разных районах и домах. Сотрудники комитета, известные артисты Егор Бероев и Михаил Половцев, совместно с прокуратурой Российской Федерации арестовали директора строительной компании «Огни Москвы» и известного бизнесмена Сергея Степанчина. Известные бизнесмены, которые на данный момент уже находятся в следственном изоляторе, обвиняются в продаже некачественных квартир по завышенным ценам жителям Москвы и Московской области. Свои преступления они совершали на протяжении 1,5 лет. По самым скромным подсчетам, за это время бизнесмены незаконным способом заработали более 600 миллионов рублей. Известного актера Алексея Панина и сына Натальи Королевой Архипа Глушко, которые на данный момент находятся под стражей за рубежом, поместили в одну камеру. Алексей Панин обвиняется в преступлении по отношению к своей дочери и жестоком обращении к животным, а сын Натальи Королевой Архип в тяжком преступлении по отношению к ректору Института культуры. Совсем недавно Архип Глушко получил тяжелую травму, однако на данный момент он пошел на поправку и его отправили обратно в камеру. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером в Израиле, в городе Хайфа, в результате несчастного случая, связанного с водой, погиб российский композитор, эстрадный певец, поэт-песенник, младший брат известного певца Максима Леонидова Николай Леонидов. Николаю Леонидову было 42 года. Николай и Максим Леонидовы последнее время проживали в Израиле. В конце 90-х годов они написали очень популярную песню под названием «Девочка видения», которая была популярна среди зрителей несколько лет назад. Еще одно печальное сообщение. Ушла из жизни народная артистка Советского Союза, известная советская и азербайджанская балерина, актриса и педагог Тамила Шералиева. Тамиле Шералиевой было 78 лет. Причина смерти – кровоизлияние в мозг. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.